В этом рейтинге собраны 8 отличных корпусов для игровых ПК, рассчитанных на мощные и горячие комплектующие. Подборка охватывает модели для разных бюджетов и вариантов железа. Отмечу сразу, я не стремился к принципу «чем больше подсветки, тем круче корпус». Хотя RGB освещение может придать компьютеру атмосферный вид, далеко не всем по душе яркие, елочные решения. Некоторые предпочитают строгий, сдержанный дизайн, и это тоже было учтено. Главный акцент я сделал на таких характеристиках, как продуваемость, качество материалов, вместительность и функциональность, оставив эффектную подсветку на втором плане. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Открывает рейтинг Formula Air Mesh G1. Самый дешевый и самый крохотный корпус во всем рейтинге. Formula Air Mesh G1. Корпус очень компактный, очень простой. То, что нужно для сборки начального уровня. Например, ребенку в качестве первого компьютера или универсального ПК для любительского гейминга и офисной работы. Вместительность у него кажется настолько минимальной, насколько это возможно. По материнской плате сразу ограничиваемся Micro ATX и Mini ITX форм-фактором. По длине вмещается видеокарта до 256 мм. Да, от трехвинтовых можно забыть, но та же базовая двухвинтовая 3060 помещается без проблем. Кулер по высоте ограничен до 152 мм. Конечно, тесновато ему, но какой-нибудь простой или тем более боксовый зайдет. Все-таки о водянке говорить не приходится, так как горячего процессора и в помине не увидим, но без воздушного охлаждения тоже не останемся. Под накопители место есть. 2 для SSD и 1 для HDD. Ну и по вентиляторам вот как все устроено. В комплекте идет один винтик на 80 мм. И еще можно доставить 2 штуки снизу и спереди на 120 мм. А mesh-дизайн передней панели играет только на руку, так как не создает никаких проблем с температурами и в целом с вентиляцией воздуха. Кстати, боковая стенка тут чисто металлическая. И это хорошо по двум причинам. Первое. Не нужно заморачиваться с кабель-менеджментом, под который и так нет места. Вторая. Лучше кусок металла, чем страшное пластиковое окно. Основной минус этого и любого другого бюджетного корпуса – дешевый тонкий металл. Конечно, не фольга, ситуация не настолько критична, но в сравнении с топовыми моделями есть куда стремиться. 7-е место рейтинга занимает Zalman P30 Air. Тут уже без извращений обойдемся. Корпус компактный, выглядит аккуратно и места много не занимает, но внутри очень вместительный, поэтому подойдет для горячих игровых сборок продвинутого уровня. Без проблем устанавливается материнская плата как Mini ITX, так и Micro ATX. Стандартную полноразмерную поставить не получится. Из интересного, есть возможность поставить материнку обратной стороной, то есть лицом в заднюю панель. Так получится в разы удобнее организовать кабель-менеджмент, для которого, кстати, вообще немало места. За боковой стенкой есть расстояние больше 2 см. При этом для видюхи выделено целых 392 мм в длину. Тут получается, что нет никаких ограничений, а в комплекте даже держатель идет, чтобы фиксировать слишком длинные видеокарты. Кулер тоже становится высотой до 181 мм. Плюс есть куча мест под накопители. Можно установить до 5 SSD дисков и до 2 HDD. И на добивку в общей сумме этот корпус вмещает до 9 вентиляторов на 120 мм. Также и водянку поставить можно, но только сверху и максимум на 360 мм. А винты располагаются по классике. 2 спереди, 3 сверху, 1 сзади и 3 снизу. В том же порядке можно всунуть 140 миллиметровые винты, только снизу и сверху по одному убрать. Из приятного. В комплекте идут 3 штуки с подсветкой. То есть докупать не придется. Ну и еще подсветку можно поклацать, сделать красиво. Все это финалит хорошая продуваемость, качественный плотный металл, легкосъемные пыльники и простая сборка, с которой не проблема справиться даже не знающему пользователю. Поэтому если нужен именно компактный корпус, но с отличной вместимостью, Zalman P30 Air – хороший выбор. На 6-й строчке Deepcool CH160. Компактный вариант формата Mini Tower. Скажу сразу, вариант для тех, кто понимает все нюансы такой сборки. Запихнуть сюда топовое комплектующее с 3-секционной водянкой, красиво уложить все кабели и оставить место под прикольную фигурку точно не про Deepcool CH160. Этот корпус для ПК на Mini ITX материнской плате и небольшой видеокарте длиной максимум 305 мм. Но при этом нужен и маленький блок питания SFX.
Если ставить полноразмерный ATX, то место под видеокарту остается всего 230 мм, поэтому учитывайте этот нюанс. Под накопители есть всего по одному месту для HDD и SSD. Для кулера выделено прилично так, до 172 мм. Даже место под помпу водянки остается. Другой вопрос, как вы сюда будете впихивать радиатор, так как поместится максимум тонкий 240 мм. Но если хорошо приложить руки, а главное голову и скилл, то все получится. Специфика компактной сборки в целом ясна. Нужно уместить все железо максимально экономно, при этом не создать печки внутри. Тут без опыта сложно разобраться. В плане продуваемости Deepcool продуман. Все 5 стенок перфорированы, есть 3 пылевых фильтра, есть 4 места подкрепления вертушек на 120 мм, одно спереди, одно сзади и 2 сверху. Получается абсолютно адекватный по продуваемости конфиг. Только шумный, зараза, все-таки гулу от винтов ничего не препятствует. Ну и по качеству исполнения вопросов нет. Металл толстый, крепления крепкие, ничего голову на ровном месте не делает. Только вот под кабель менеджмент места маловато, но все можно красиво организовать. На 5-м месте расположился Cougar Airface RGB. Ну а если развлекаться со всем этим у вас нет желания и в планах не было, то за эти же деньги рассмотрите Cougar Airface RGB. Он в первую очередь отличается полноразмерным форм-фактором Mid Tower. Сюда уже и видюха влезает длиной до 330 мм, и место под накопителей с запасом, и с блоком питания заморачиваться не нужно. И кулер высотой до 190 мм зайдет. Это, кстати, самый большой показатель в рейтинге. Что приятно, тут из коробки идут 3 вентилятора. 2 140 мм и 1 120 мм. Так еще и с подсветкой. Подсветку можно переключать кнопкой на корпусе. Там же, кстати, и USB разъемы. 2 типа 3.0 и 1.2.0. Type-C только не хватает для идеала. Но это уже ладно. Не самая весомая причина отказаться от покупки корпуса. Всего под вентиляторы здесь 5 мест. Заставиться можно разными вариантами. 2 спереди, 2 сверху, 1 сзади на 120 или на 140 мм. Радиаторы водяного охлаждения тоже становятся сверху и спереди. Помещаются модели длиной до 280 мм. Продуваемость никуда не делась. Есть пылевой фильтр. На верхней стенке, на передней и под блоком питания. Передняя и верхняя панели перфорированы. Боковая прикрывается закаленным стеклом. Поэтому даже если вы напихаете в этот корпус всего да побольше, на температуры нареканий не будет. Также и во время сборки. Под кабели на задней стенке места хватает. Особых навыков кручения винтиков не надо. Все-таки место с запасом. А сам корпус прочный, крепление надежное и допиливать ничего не придется. Так что даже первый раз собирать будет несложно. Тем более, когда в интернете есть немало гайдов по этому корпусу. 4-е место занимает Montec Air 1000 Lite. Этот же корпус с форм-фактором Mid Tower для какой-нибудь сборки из белых комплектующих. Сюда помещается уже любая видеокарта из 40 серии длиной до 340 мм, плюс кулер высотой до 170 мм. Для накопителей выделено достаточно места. Можно поставить 2 HDD или 4 SSD диска. Ну и понятно, что материнка, что блок питания помещаются любых размеров без всяких проблем. Владельцам особенно нравится качество исполнения. Многие говорят, что это один из лучших корпусов для удобной сборки, в том числе для первого раза. Продуманы все мелочи и нюансы, от расположения железа до мелких липучек для крепления проводов. Да и сам корпус сделан из приличного металла с качественной прокраской. Все комплектующие устанавливаются без гемора и доработки напильником, а нужные болтики идут в комплекте. В общем, в этом плане без косяков. Единственное, на что жалуются — шум от работы вентиляторов, как у Deepcool. Все-таки дырявые стенки для охлаждения — это хорошо, но для ушей не очень. Единственное, что хоть как-то прикрывает воздушные потоки — пылевые фильтры. Тем не менее, в комплекте идут 2 винта наперед и 1 назад по 120 мм. Без подсветки, но все проще, чем самостоятельно докупать. В целом, можно забить корпус по максимуму, докупив вертушек и установив 3 спереди, 1 сзади, 2 сверху и пару на низ. Ну или поставить водянку. С этим тоже проблем не будет. Наперед можно вообще 360-миллиметровую бандурину вкорячить. Тройку лидеров открывает Cougar Uniface X. Корпус вместительный до невозможности. Одно только ограничение видеокарты по длине до 400 мм вообще не выглядит ограничением, а возможность установить 420-миллиметровый радиатор водянки хоть сверху, хоть спереди не заставляет париться с компоновкой других железок.
Вот как стали, так пусть стоят, лишь бы эстетически вам понравилось. Кулер вмещается высотой до 180 мм. Под SSD и HDD выделено по 2 места. Плюс еще есть 7 PCI Express слотов расширения, кому маловато будет. Этот блок, кстати, можно повернуть на 90 градусов. Так получится установить видеокарту вертикально. Ну, вдруг кому-то так больше нравится. Для охлаждения в общей сумме есть 9 мест подкрепления вентиляторов. 3 по 120 мм сверху, 3 по 120 мм спереди, 2 внизу и 1 сзади. 3, кстати, идут в комплекте, причем с подсветкой. На верхней панели есть кнопка, которая переключает предустановленные эффекты. Свечение разными цветами, бегущие огни, радужные переливы и все такое. В целом освежает внешний вид корпуса. В плане сборки и материалов этот корпус тоже качественный по всем фронтам. Ну, ни к чему не придраться, если исключить какие-нибудь мелкие особенности, до которых докопается только опытный мастер. Их даже упоминать как-то неудобно, а то получится наговаривание какое-то. А так, места под кабели на задней стенке достаточно, около 22 мм. Каркас и боковые панели выполнены из металла толщиной от 0,7 до 1 мм. Плюс удобно расположены пылевые фильтры еще и по всем 4 сторонам. Так что чистить корпус – одно удовольствие. На втором месте стоит Zalman Z10 Plus. Просторный mid-tower корпус для сборки любого класса. От недорогой до премиальной. Сюда вмещается видеокарта длиной до 395 мм. И если ставить сюда топовую модель, может понадобиться подпорка, которая будет держать эту тяжелую видюху. В комплекте как раз идет такой держатель. Единственный минус – нельзя поставить видеокарту вертикально. Под кулер выделено 173 мм, а под диски по 2 места. Также легко вмещается материнская плата хоть и ATX формата, и блок питания длиной до 200 мм. Для удобной укладки кабелей предусмотрены стяжки, петли, заглушки и все, что может понадобиться. В общем, место в этом корпусе – вагон. По охлаждению и продуваемости, понятное дело, вопросов не возникает. В комплекте уже идут 4 вентилятора с подсветкой. При желании можно установить хоть еще 7. Получится 3 впереди, 3 сверху, 2 снизу, 1 сзади и 2 внутри. Но в целом, если даже у вас там топовая горячая сборка, можно обойтись и без этого или вообще водянку поставить. Поддерживается установка радиаторов водяного охлаждения сверху и спереди длиной до 360 мм. Также и на заднюю панель можно поставить радиатор на 120 мм. Поэтому в плане охлаждения Zalman Z10 Plus понимает, как сделать так, чтобы топовые комплектующие не перегревались. По качеству сборки и материалов тут все на уровне. Все металлические края завальцованы, не порежетесь. Пластиковые элементы, такие как передняя панель, пыльники и прочее, все крепко и стоит где надо, без лишних зазоров. Сбоку, само собой, 4-миллиметровое закаленное стекло. В паре с комплектующими винтами на подсветке получается вайбовая сборка. Подсветку еще можно регулировать с кнопки на верхней панели. Там же есть и пара USB-A плюс USB Type-C. Лидером рейтинга стал Thermaltake Series 300 TG ARGB. Корпус тоже mid-tower форм-фактора, но в размерах поменьше прошлых громадин. Ну и еще у него внешний вид немного отличается металлической вставкой на передней панели снизу. Плюс к тому есть прикольный маленький экран на боковой панели диагональю 3,9 дюйма. На него можно выводить предустановленную информацию: время, погоду, состояние системы или загружать, например, свои гифки с помощью программы TT-RGB+. А что, тоже своего рода развлечение для некоторых. Хотя по вместительности трудно сказать, что корпус маловат. Просто он без излишеств. По длине сюда максимум становится видеокарта до 340 мм, если не ставить радиатор водянки, до 370 мм. А если повернуть слоты расширения на 90 градусов, видюху и вертикально можно поставить. Кулер влезет высоченный, хоть на 2 башни, до 185 мм. При этом есть 2 места под SSD и 1 под HDD. Конечно, водянку сюда любую не впихнешь. Влезет либо наперед 360 мм, либо наверх до 280 мм. Но по материнке и блоку питания можно не заморачиваться. Поместится как надо, без всяких ограничений по форм-фактору. По вентиляторам тут вот какая система. Всего в корпус можно установить до 7 вертушек. 3 уже идет в комплекте, причем тоже с подсветкой. На максимальных оборотах они, конечно, лупят что надо. Также можно доустановить еще 4 вентилятора и поставить водянку. Спереди помещается радиатор длиной до 360 мм, сверху до 280. Ну и получается довольно-таки сдержанный по размерам корпус, который и собирается запросто и места лишнего не занимает. Чем не баланс? На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.